едем в это путешествие втроем по стране басков, потому что с нами едет пересевший из байка тролль, который с Андреем еще был до моего появления, периодически он ревнует. Нет, он просто хотел с нами поехать. Мы не могли оставить целый год ждавшего нас троллика норвежского, поэтому он поехал с нами. Может, ну ты ему так нос сплюснул, это капец. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Это город, который называется Сан-Себастьян. Очень-очень шумный, очень-очень красивый. Красивый город в Испании, хотя мы не совсем в Испании. Нет, официально, да. Но вообще мы находимся в стране басков. Огромное количество фестивалей происходит здесь, потому что баски обожают гулять, они обожают праздники, и они обожают проводить время, ну, собственно, вот так. Бар, это потрясающе, блин, вкусно. Именно поэтому у нас пустые тарелки не полные. Здесь был удивительный, божественный осьминог. А вот здесь было ризотто с супер сыром. Помните, у нас такой копченый сыр-колбаска, такой плавленый сыр. Так вот ризотто с ним очень вкусный. А здесь восседал тартар из тунца. С авокадо, с яблоком, с огурцом. Ну, с чем-то вообще невероятно вкусным. Супер место, очень советую. Прям... В Сан-Себастьяне должна тебя предупредить о важной традиции. Видишь, весь пол завален салфетками. Много салфеток, классный пинчос-бар. Не стесняйся бросать салфетки прямо на пол. Мы идем есть и упиваться пинчосами. Что такое пинчос? Пинчар. Это глагол, который означает прокалывать. И означает он вот такую зубочистку, да, которая скрепляет все ингредиенты такого пинчоса. Собственно, отсюда пошло и название и баров, в том числе, и таких мелких и очень-очень вкусных закусок. И очень здорово идет с чаколи, с местным баским вином. Очень классная культура наливания, да, то есть за счет того, что они поднимают очень-очень высоко в бутылку, вино еще дополнительно своей игристости обогащается еще больше. Класс. Чаколи, ваше здоровье. Похоже на Карпаты, я говорю, Андрей говорит, что если бы Карпаты омывал Атлантический океан. У нас никогда не было такого, что мы делали выбор вдвоем непосредственно В автомобиле, во время движения. В автомобиле во время движения. Мы решаем, что это дорога от Сан-Себастьяна до Бильбао. Есть наш выбор вдвоем. Прямо за рулем. Прямо за рулем. Не, надо поцеловаться быстро. В машине. Очень красивый городочек, он называется Гетария. Вообще это такая рыбацкая деревня. Когда мы приехали в ресторан по дороге из Сан-Себастьяна в Бильбао, ресторан называется Элькано, это ресторан с одной звездой Мишлен. Открылся он здесь в 1964 году человеком по имени Педро Аррегуи. И он славился тем, что в нем подавали целую тюрбо, обязательно жареную на гриле. Но это же невероятный парадокс. Когда мы говорим о ресторане, который получил мишленовскую звезду, за то, что помимо всех своих специалитетов, он жарит тюрбо на гриле. Тюрбо на гриле.
Максимум ингредиентов — это тюрьгой и соль. Все, больше ничего нет. Невероятная. Нам разбили ее по частям, оставили головы, плавники. Боже, я сейчас сойду с ума. Это же мое самое любимое. Видишь, она такая жирная, желеистая. Особый кайф есть в мишленовском ресторане руками. Мы сейчас едем по самым красивым, самым маленьким, запутанным дорожкам для того, чтобы показать вам настоящую Доностию, настоящую страну басков. И мы очень хотим найти виноградники известные, которые склонами своими сходят к океану Атлантическому, где разрешено производство чаколи. Мы приехали на одну из виноделин, которая уже в 4-м поколении делает вино, и мы сейчас сделаем небольшую экскурсию. Пойдем. У этой винодельни очень маленькое количество винограда, они стараются все собирать руками, и поэтому стараются больше брать качеством. У них всего лишь 20 гектаров. И здесь невозможно иметь 20 гектаров, как у нас одно поле. Это маленькие такие кусочки, ломтики, да, которые смотрят на океан. В том зале они отделяли шкурки винограда и внутренности ягод от самого сока, потому что это производство белого вина, они им не нужны. Поэтому они собирают его и отдают его просто земле для ферментации, а сок переводят сюда для винификации. Как удобрение, да? Как удобрение, да. Класс. Они делают холодную ферментацию для того, чтобы часть карбоната, вот этого газа, который образует дрожжи при ферментации, остался, чтобы он не весь ушел. Это очень схожий процесс на шампань, на то, что делают в шампане или как каву делают. Нет никаких бочек. Есть только металлические, да? Такие чаны. Бочек, да. Если они делают розе, то это получается полгода. Но у них есть специальное, what was the name of the special? Айтако. У них есть специальное вино, которое целый год дрожжи перерабатывают здесь в этих чанах. Только один плод земли такой же имеет название, для них это очень специальное традиционное вино. Tasting here. Сейчас будет веселье. It works! Прямо в этой комнате ребята проводят такие дегустации с каждым из вариантов вин из бочки, прям пьют из каждой бочки с едой, и потом могут себе выбрать, например, мне понравилась бочка номер 5, я хочу купить вино из бочки номер 5. It's very nice. If you want, I can. Святая святых. В регионах типа как Рёху, они кладут бутылки Вдоль. вдоль, да. Здесь они не хотят, чтобы пробка соприкасалась с самим вином. And why? Because the cork needs humidity to get better, get stronger, and not permit the air come into. But in this case, we have a good cork. Yeah. We have a young white wine, so we don't need that's humidity in the cork. If we put it in this way, the cork has some taste to the wine. And we don't know that we want to better, cleaner and fresher. Винодельня, на которой мы находимся, называется Гаинца. Это баскское имя и слово, которое примерно обозначает такой смысл. Это наивысшая точка из всех высших точек. Действие на организм чаколи очень веселое. Это какой-то постоянный бесконечный праздник, веселье, никакой печали. Прекрасное действие, если честно. Buenos días. Мы едем по дороге в Бильбао. Самый большой крытый рынок в Европе. Это Эрибера. Пожалуй, это самый интересный ресторан вообще во всей стране басков. У него 3 звезды Мишлен. Это и есть та кухня.